Здравствуйте, мои дорогие! Уже несколько месяцев в комментариях встречаются просьбы показать мой органайзер настенный. Вот я его вам сейчас покажу и покажу еще два попроще. Этот органайзер был моей первой джинсовой переделкой. Шила я его в 2011 году, то есть ему уже сколько? 11 лет. Шила я его из одних джинсов, вот отсюда до сюда это одна штанина в развернутом виде, да, и вот это вторая штанина. Ну, естественно, видно карманы от разных джинсов я пришивала. Шлевки у меня служат в качестве держателей для ножниц. Вот эти лейбочки из кожзама и кожаные, тоже туда я вставляю вот распарыватель, линейка. Дублировала я его флизелином и делала подкладку из диагональки. Ну вот здесь вот совсем примитивно я пришивала вот эту ленту, здесь притачивала просто, а здесь зигзагом. Ну сейчас я бы уже, конечно, так не сделала, но тем не менее. И еще меня кто-то спрашивал, а не закручиваются ли у него края. Ну, как вы видите, вот этот край, да, видите, закручивается, немножко деформируется, но все из-за того, что у меня этот карман очень туго набит маркерами, ручками. Ну, в общем, он достаточно тяжелый. И вообще в этом органайзере у меня хранится много полезных вещей, которые постоянно мне нужны. Ну вот ножницы разных размеров, разных видов. Тут и плоскогубцы, и отвертки, и какие-то клеи специальные. Ну, в общем, все, что нужно. И крепится он. Смотрите, вот здесь вот такие петельки, да. Я сейчас покажу. Вот они, вот эти петли. В них просунута такая круглая палочка. Ее используют для опоры для растений. Ну, я ее, естественно, вот так вот просунула и зажала просто полкой. То есть я никакие отверстия дополнительные для крепления этого органайзера не делаю. Я его просто вот как бы полочкой зажимаю и все. Он со мной уже 4 переезда пережил. И все время вот в таком виде у меня полка и органайзер над столом рабочим. Ну и сейчас покажу еще два органайзера попроще я делала, маленькие. Вот органайзер на 5 карманов. Здесь я уже для основы использовала клетчатую ткань, тоже дублировала флизелином. И сзади в качестве подкладки точно такую же клетчатую ткань. Карманы я пришивала насквозь. Вот здесь вот видно. Края обрабатывала полосками. Так вот джинсельными, да, ну не до конца их распушала, таким образом оставила. Также шлевочки, здесь для линейки, здесь для ножниц, и здесь вот такую вот прищепочку, ну что-нибудь прицеплять, какую-нибудь записку. Здесь тоже пуговка, ну вернее не пуговка. Ну, вообще, да, пуговка, наверное, она называется. Может быть, что-то тоже на нее можно повесить. И вот вариант еще на 4 кармана. То есть то же самое практически, только без кармана посерединке. Такие органайзеры маленькие, где карманов не очень много, конечно, ну, скорее всего, для каких-то канцелярских принадлежностей над столом ученика, например, подойдут. А нам, рукодельницам, конечно, лучше органайзер, как у меня, где карманов много, шлевок много. Положить и повесить можно всего много. Так что, ну, я вашу просьбу исполнила, мои дорогие. На этом я с вами прощаюсь. Всем желаю хорошего настроения. До свидания.